Так, проработал у нас чайник чуть больше 4 месяцев и не работает. Сейчас мы его разберем, посмотрим, что, почему, из-за чего. Ну, естественно, первым делом, если у вас перестал работать чайник, это проверяйте розетку. Включайте другой какой-то прибор, работает или нет. Я уже проверил. Если у вас вдруг есть прозвонка, но это очень редко, но я такого, честно, вообще не встречал, можете прозвонить сам поддон. Если у вас есть какая-нибудь прозвонка или активная отвертка вот такая с батарейкой. Ну, то есть видим, что провод у нас целый. Но это всегда, она никогда не ломается. Также давайте посмотрим, идет ли сюда плюс. Вот да, идет плюс. Ну и минус тоже целый. Теперь давайте приступим. Разберем чайник. Самые больные места в чайнике, насколько я знаю, это вот этот датчик. Бывает, что чайник не выключается. Это значит, у вас полетел датчик, который отвечает за выключение, термодатчик. Я вам сейчас покажу, наверное, если раньше его не починим. Чаще всего ломается он, но если у вас, как вот в данном случае, чайник выключался, все хорошо, и просто перестал работать, значит, где-то отошел контакт или отгорел что-то, какой-нибудь провод. Обычно из-за этого. Давайте вот здесь вот откручиваем болтик. Если у вас есть прозвоночка или вот такая активная отвертка, вам неисправность вообще будет легко найти. Чаще всего ломаются именно вот эти датчики. Давайте мы его открутим и прозвоним. Вот у нас термодатчик, который отвечает за выключение при нагреве чайника. У нас горячие пары попадают сюда. Вот этот термодатчик у нас делает вот так вот назад, отгинается, и у нас поэтому чайник отключается. Вот эта пружина уже до конца делает свое дело. То есть вот если мы чуть-чуть нагинаем на термодатчик, это если вдруг у вас чайник не отключается. Чуть-чуть делаем назад, и у нас все выбивает. Как правило, он может ржаветь, потому что здесь влага. Со временем он может выходить из строя, терять свои свойства из-за того, что он некачественный. Если у вас вдруг чайник не отключается, вот сразу смотрите вот этот термодатчик. Обычно его достаточно подогнуть, но лучше всего, конечно, заменить. Итак, у нас есть прозвонка, поэтому вот эти провода мы сейчас вот так вот берем. Раз провод. Два провода. Если у вас нет прозвонки, смотрите, что вы можете сделать за место прозвонки. У нас активная отвертка. С батарейкой, именно с батарейкой. Вы можете вот так вот взять. Соответственно, сначала вот провода соединяете. Здесь замыкания не будет, потому что это один провод, а вот это у нас датчик, просто он то замыкает, то размыкает провод. Вот так вот ставите, где лампочка. То есть вот мы причину нашли, у нас чайник заработал. Говорит о том, что у нас проблема все-таки вот с этим датчиком. Но вот при таком случае у вас чайник не будет отключаться, имейте в виду. Поэтому лучше заменить или починить датчик. У нас есть прозвонка, мы точно так же берем один контакт, второй. На выключенном состоянии у нас не должно прозваниваться. На включенном у нас должно прозваниваться. Но мы видим, что у нас не прозванивается, лампочка не загорается. То есть здесь мы зажимаем пальцем, чтобы вот сеть замкнулась. А до второго касаемся и включаем контакт. Причину мы нашли. Проблема именно в этом датчике. Здесь часто пригорает контакт. Но мы еще разберем, посмотрим. Пружинку главное не погните, вот эту. Давайте мы ее сейчас снимем. Механизм очень простой. Тут два контакта и термодатчик. Термодатчик, как я уже сказал, отвечает за выключение. И
Получается, у нас провод идет. Ну, провод, который я замыкал, это один провод. Просто он то замыкается, то размыкается с помощью вот этого вот выключателя. Получается, здесь вот контакты. Видно вам, нет, не знаю. Когда у нас во включенном состоянии, вот этот вот боек, у нас вот этого контакта не должен касаться. Когда в выключенном состоянии, он, получается, вот этот боек выходит на этот контакт, отъединяет его назад, и вот здесь контакт у нас разомкнут. Я вижу, там прям это нагорело. Его достаточно будет почистить наждачечкой, только очень тонкой. Чем тоньше, тем лучше. И в принципе он будет работать. Единственное, насколько долго, лучше всего сюда что-то напаять. Также он может, если очень старый, просто не доедаться. Если некачественный, может отъедаться. Вам достаточно будет его вот так вот подогнуть. Только ничто не сломать. Вот увидите, в каком он состоянии. Сейчас наждачечкой его почистим. И нижний, и верхний. Вот я нашел на 600 у меня было. Но это, конечно, чем меньше, тем лучше. Но я думаю, что это тоже подойдет. Возьмем кусочек. Только не сточите его до конца, прям чуть-чуть зачистите. Идеально, конечно, это прям мелкой-мелкой наждачкой. Нижний также надо будет почистить. Вот у меня с обратной стороны здесь паста Гои как раз. Так как наждачка очень крупная, поверхность будет шершавая и пригорать будет быстрее. Поэтому чем меньше абразив, тем будет лучше. И вот пастой Гои сейчас натру. Поверхность была зеркальная, чтобы дольше прослужил. Вот все почистили прям до зеркального блеска. Обратно вот так вот раз. Пружинку одеваем. Ставим, смотрим. Здесь неважно какой провод. Хоть так одеть, хоть так.
Если вдруг кто боится, что будет замыкание, давайте подключаем, смотрим. Видите, да? Не горит? Горит. Осталось прикрутить все на место. Наливаем воду, смотрим. Давайте я свет выключу. Итог. Если у вас чайник перестал работать, первым делом осмотрите розетку. Попробуйте включить какой-то другой прибор. Далее, более частая причина — это ломается именно вот этот датчик. Если у вас чайник не выключается, у вас проблемы с термодатчиком. Они часто просто некачественные, ржавеют и не выполняют нормально свою функцию. В этом случае иногда помогает просто подогнуть датчик так, как он должен быть. Чайник начинает шуметь, пока отключу. Если у вас перестало работать, также снимаете, пытаетесь замкнуть эти два провода в обход датчику. Если работает, значит проблема с датчиком. Если есть чем прозвонить или такая активная отвертка, можете прозвонить. Если это не помогает, ищите дальше, ниже по цепи. Там тоже стоит термодатчик внизу. Также прозванивайте и смотрите, где обрыв. Ну а кому видео было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. На канале много еще всего интересного.